Сегодня у нас на тест-драйве один из самых востребованных автомобилей на бэушном рынке – Toyota Land Cruiser Prado, 120 кузов. В этот раз нам попался автомобиль просто с огромным пробегом, а именно 675 тысяч. Но об этом чуть позже. Данный Land Cruiser является третьим поколением, выпускался с 2002 по 2009 год. После 2009 года ему на смену уже пришел известный 150 кузов. Автомобиль был построен на базе Toyota Hilux Surf, он же Toyota 4Runner, и оснащен дифференциалом Torsen. Систему можно блокировать для более лучшей проходимости. Внешность автомобиля, конечно, уже подустарела, но все же выглядит боевой. На нашем автомобиле стоит 3-литровый дизель, выдающий 170 лошадиных сил и 352 крутящего момента. И также оснащен 4-ступенчатой автоматической коробкой передач. Вообще, почему я сказал, что этот автомобиль является одним из самых популярных на БУ рынке? Потому что если вы купите эту машину и через 2-3 года захотите ее продать, то вы ее продадите почти что за такую же цену. То есть цена на них не падает. И это вот все как бы к словам о том, что это очень надежный автомобиль, как бы он просто не ломается. Вообще эта машина как раз и подходит, наверное, для таких людей, кто как бы берегут свое время и не тратит его на решение разных поломок. Какой-то особой динамикой автомобиль на самом деле не обладает, потому что он довольно здоровый и не такой уж у него мощный двигатель, то есть только 3 литра и 170 лошадиных сил. Для такой громадины это все-таки недостаточно. Но зато у него очень хорошая проходимость. То есть даже недавно была такая ситуация, что на этом Land Cruiser вытаскивали другой автомобиль из песка без каких-либо проблем. Вообще Land Cruiser и Prado считаются одними из самых лучших внедорожников по проходимости, у которых нету никакого специального оснащения. Наверное, каких-то драйверских ощущений вы от этого автомобиля особо не получите, какого-то экстрима, каких-то диких ощущений. Но зато, когда вы едете на автомобиле, то реально чувствуете себя человеком. И также есть уважение на дорогах. Расход топлива совершенно небольшой, потому что у нас дизель и получается где-то 9-10 литров по городу. То есть за городом немножко меньше. Естественно, у нас тут кожаный салон, электрорегулировки сидений, подогревы сидений, автоскладывание зеркал, круиз-контроль также есть, как бы, что тоже плюсом можно назвать. Огромные боковые зеркала, через них абсолютно все видно. Правда, единственное, что заметил, тут довольно тонкий руль.
То есть как бы вроде такая здоровая машина, а руль как бы тоньше, чем в Авенсисе даже у меня. И она, конечно, такая валкая по управлению. То есть ты руль даешь в бок, и она только через какое-то время начинает что-то куда-то шевелиться. То есть сразу резко, конечно, не очень удобно было бы на ней перестраиваться. Ну и, как я уже говорил, особо нету динамики. И еще забыл упомянуть, тут стоит 4 ВД, постоянный полный привод. Естественно, передняя панель уже, конечно, так как у нас 2006 года автомобиль, она подустарела. Музыка стоит тут штатная, довольно приличная. Тут также имеется дополнительная система антиугона, а именно перед запуском двигателя нужно вводить пароль. И она находится вот тут снизу под панелью. Насчет багажника даже, я думаю, смысла особо говорить нет, потому что ясно, что он тут огромный. Также есть, конечно, доступна функция понижающей. Попробуем сейчас, наверное, замерить разгон тогда до 100, посмотреть, сколько он тут составляет. Сейчас выйдем на более прямую дорогу и там уже попробуем замерить. Я думаю, где-то в районе 12-13 секунд будет. Сейчас попробуем. Так, 1, 2, 3. По ощущениям, да, довольно долго все-таки было. И еще, кстати, такая вещь, что после 130 уже довольно страшно ехать, так как у нас равный автомобиль, из-за этого он и в поворотах, и вообще, если сильный ветер, сильно кренится. Сейчас, я думаю, попробовать, может быть, даже сделать заезд с Toyota Avensis, 2-литровый двигатель, так, чисто для сравнения. Это был тест-драйв Toyota Land Cruiser Prado. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. А также прошу вас проходить по ссылке на мою страницу ВКонтакте, там будет пост с записью этого тест-драйва. Делайте на нем репост. Благодаря этому канал будет лучше развиваться. Я смотрел, там прошарил все это. Это реально рабочая тема. По машине что можно сказать? Надежная, не ломается, в цене не падает. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. На небе только и разговоров, что о море и о закате. Там говорят о том, как чертовски здорово наблюдать за огромным огненным шаром, как он тает в волнах, и еле видимый свет, словно от свечи, горит где-то в глубине.